Эта книга появилась на Западе почти незаметно, без шума и скандалов. Но с ней произошло странное. Люди, которые ее читали, не просто вдохновлялись, они начинали видеть иначе. Стив Джобс перечитывал ее каждый год. Джордж Харрисон говорил, что она изменила все. Даже Элвис изучал ее до конца жизни. И важно не то, кто ее читал, а то, что в ней описано. Потому что там есть вещи, которые не должны быть возможны. Человек, находящийся в двух местах одновременно. Тело, которое не разлагается после смерти. Люди, которые живут без еды десятилетиями. И все это подается не как мистика, а как система. Как будто это не чудо, а результат определенного состояния сознания. Потому что если это не чудо, значит это не исключение. А если это не исключение, значит ты просто не понимаешь, как это работает. Дальше книга начинает делать очень странную вещь. Она не пытается убедить и не доказывает. Она просто фиксирует наблюдение, как будто человек не рассказывает историю, а описывает закономерность. И вот здесь появляется ключевая фигура – Парамаханса Йогананда. Его книга называется «Автобиография йога». И она вообще не похожа на то, что ты ожидаешь увидеть. Он утверждает, все это не исключение, а следствие. Следствие того, как устроено сознание. Он описывает людей, которые демонстрируют то, что с точки зрения обычного восприятия невозможно. Левитацию, билокацию, нахождение в двух местах одновременно. Контроль над телом вплоть до остановки базовых процессов. Но он не подает это как чудо. И именно это ломает больше всего. Потому что если это не чудо, значит это можно повторить. А если это можно повторить, значит это не нарушение реальности, а ее часть. И здесь происходит первая подмена, которую почти никто не замечает. Человек слышит про эффекты и сразу уходит в фантазию. Но сама книга вообще не об этом. Она не про эффекты. Она про механизм. Дальше Йогананда уходит еще глубже. К Патанджали и его йога-сутрам. Тексту, которому больше 2000 лет. И там все становится еще жестче. Потому что Патанджали описывает те же самые вещи не как исключения, а как базовые процессы. Ситхи, так он это называет. И важно, он не описывает их как цель. Он описывает их как побочный эффект. И он говорит прямо, если выстраивается определенное состояние сознания, эти эффекты возникают автоматически. Так же, как дыхание, как внимание, как мысль. И в этот момент привычная логика ломается. Мы привыкли думать, что сначала есть мир, а потом мы его воспринимаем. А здесь говорится обратное. Сначала есть состояние сознания. И только потом появляется то, что ты называешь реальностью. Если продолжить эту линию, книга постепенно подводит к еще одной идее, которая звучит максимально просто. И именно поэтому ее не слышат. Вся энергия человека направлена наружу, в мысли, в реакции, в попытку что-то решить. И именно поэтому возникает ощущение застревания, как будто ты упираешься в одну и ту же стену. Здесь вводится понятие потока энергии. Проблема не в ситуации, а в том, что энергия не проходит. Она зациклена. Ты думаешь об одном и том же, смотришь в одну и ту же точку, пытаешься решить это одним и тем же способом. Возникает замкнутый контур, где движение есть, а изменения нет. И формула, которую дает книга, предельно проста. Застой энергии — это застывшая реальность. И это не метафора. И здесь важно остановиться, потому что это место обычно пропускают. Человек слышит слово «энергия» и уходит в абстракцию. Но если убрать все слова, остается очень простое наблюдение. Ты буквально чувствуешь, как внимание застревает, как тело сжимается, как мысль повторяется. Это и есть тот самый застой. Не где-то там, а прямо в опыте. И если это не видно, все остальное превращается просто в красивую теорию. Дальше книга раскладывает это системно. 3 уровня — физический, ментальный и духовный. И на каждом уровне люди делают одну и ту же ошибку. Пытаются зафиксироваться. В питании, в тренировках, в мыслях, в практиках, как будто есть правильный способ.
Но книга говорит обратное. Дело не в том, что ты делаешь, а в том, из какого состояния ты это делаешь. Потому что можно идеально питаться и при этом быть в напряжении. Можно медитировать и пытаться достичь результата. Можно работать и постоянно проверять, получилось или нет. И везде будет одно и то же. Напряжение, ожидание, контроль. И именно это блокирует движение. И здесь появляется еще один момент. Разделение на два типа намерения. Внутреннее, когда ты пытаешься сделать, и внешнее, когда это происходит. Звучит как философия, но ты это знаешь, просто ты это игнорируешь. Потому что самые важные вещи в жизни никогда не происходили через усилия. Они происходили, когда ты переставал давить, когда отпускал, когда переставал проверять результат. И именно в этот момент все начинало складываться. И если все это собрать вместе, книга подводит к очень простой вещи. Она не говорит, что ты напрямую создаешь реальность. Она показывает, что есть состояние, из которого у тебя вообще появляется восприятие. И уже внутри этого восприятия собирается то, что ты называешь реальностью. И если ты уже сталкивался с подобными идеями в разных системах, в психологии, в практиках, ты, скорее всего, узнаешь это. Просто здесь это описано другим языком. И вот здесь обычно все снова ломается. Потому что человек слышит это и начинает пытаться правильно создать состояние, попадая в ту же ловушку. Контроль, ожидание, напряжение. То есть делает все то же самое, только на другом уровне. И поэтому все это можно слушать бесконечно. Книга, йога, квантовая физика, ситхи. Но если ты не видишь, как у тебя прямо сейчас возникает мысль, ничего не меняется. Теперь давай вернемся снова к энергии. Все говорят про нее. Поток энергии, блок энергии. Но если остановиться и спросить честно, а ты вообще понимаешь, о чем идет речь? Что это такое? Потому что в физике это одно. Там есть измерения, формулы, понятия. А в опыте человека что это? Где это? Как это почувствовать? И если убрать все слова, остается очень простая вещь. Не энергия как термин, а состояние. Состояние, в котором ты находишься прямо сейчас. И ты его знаешь. Ты не объясняешь его, ты его чувствуешь. Бывают моменты, когда внутри появляется ясность. Как будто все становится на свои места. Нет лишнего шума. Нет разрыва, нет метаний. Ты не утекаешь ни в прошлое, ни в будущее. Ты просто здесь. И в этом состоянии нет усилия, нет попытки что-то удержать. Оно само себя держит. И в этом месте появляется ощущение, что все складывается. Не потому, что ты что-то контролируешь, а потому, что ты не мешаешь. И мышление здесь другое. Оно не давит, оно не тянет, оно не застревает. Оно как будто становится прозрачным. И вот это состояние обычно и называют по-разному. Присутствие, поток, ясность. Слово здесь не важно. Важно, что ты это уже переживал. И дальше происходит то, что почти никто не отслеживает. Переход. Очень тонкий, почти незаметный. Как будто было солнце, и вдруг пришли тучи. Ничего не произошло снаружи, но внутри все изменилось. И ты это тоже знаешь. Только не ловишь момент, где это происходит. Ты уже оказываешься внутри другого состояния, когда оно случилось. И здесь главный вопрос даже не в том, что это за состояние, а в том, почему ты его пропускаешь, почему ты не смотришь в это место. Потому что именно здесь все и начинается. Не в мыслях, не в действиях, а в этом переходе. Но он настолько простой, настолько обычный, что ум его игнорирует. Он ищет что-то сложное, что-то особенное, а это слишком близко. И вот ты можешь прямо сейчас это проверить. Ты же видишь то, что состояние меняется. Бывает легкость, бывает тяжесть, бывает ясность, бывает путаница. В одном состоянии ты двигаешься легко, в другом упираешься в стену. Это факт. Ты это уже переживал десятки, сотни раз. Но тогда возникает следующий момент. Даже если ты это заметил,
Даже если ты увидел этот переход, что ты дальше с этим делаешь? Ты пытаешься удержать, исправить, убрать плохое состояние, вернуть хорошее, то есть снова начинаешь что-то делать. И именно в этот момент все снова запутывается, потому что проблема никогда не была в состоянии. Проблема в том, что ты начинаешь с ним что-то делать. И именно здесь становится видно, насколько все это на самом деле просто. Не нужно ничего усложнять, не нужно искать правильные практики или особые техники. Все происходит намного раньше, в том месте, которое ты постоянно пропускаешь. И вот здесь начинается совсем другой уровень. Не вера и не поиск ответа, а прямое наблюдение. Когда ты начинаешь видеть, как сначала возникает импульс, потом мысль, потом ощущение «это реально», и тогда становится понятно. Все эти книги не про мир, они про тебя. Все это можно понимать, но не видеть. И это можно проверить. Не через веру, а через опыт. Шаг за шагом. Мы это как раз разбираем в практике. От самого простого наблюдения до момента, где становится видно сам механизм. Ссылка, как обычно, в описании.